Добрый вечер, здравствуйте всем. Продолжаем курс лекций по значениям старших арканов, по символике, по глубинному смыслу этих самых старших арканов. Сегодня у нас уже Луна, это 18-й старший аркан, осталось совсем немного, да, буквально 3 аркана до 21-го. Вот. И таким образом цикл старших арканов у нас будет закончен. И продолжим дальше мы с вами философские лекции по каждому аркану. И, конечно, у нас еще младшие арканы впереди. Так что те, кто впервые на канале, добро пожаловать. Ставьте лайк, комментарий, подписывайтесь. Все карты будут разобраны примерно в таком формате, то есть подробно, с углублением в тему, а не просто так по значениям. Значения тоже будут, но самое главное, на моих лекциях я стараюсь дать человеку понимание карты. Вот. А значение он уже будет подтягивать сам, просто потому что если человек понимает, что выражает эта карта, то значения в каждой ситуации приобретают свой оттенок, более глубокий, более понятный и проще работать с клиентом. Ученики не дадут соврать, вот, так что работается оно гораздо проще, если понимаешь суть карты. Вот о сути карты мы и будем сегодня говорить. Нам как интересно. «Тихое место 2» смотрела на днях. Очень крутой фильм, по вашим рекомендациям. Но там, да, хороший фильм. Первый хорош как идея, да, второй хорош как... Снят очень здорово, очень круто. Сегодня про фильмы тоже будет. Ближе к концу мы с вами разберем образы в кино, как карта Луна у нас показана в разных голливудских фильмах. Причем тут Гарри Поттер, да. Причем тут Влад Дракула, клоуны причем, ну и, соответственно, много-много всего другого интересного. Будда причем к Луне. Зачем я это все дело показываю, да? Зачем я нахожу образы в голливудском кино? Просто-напросто голливудские режиссеры и сценаристы — это ребята, которые зарабатывают большие деньги, даром свой хлеб не едят. И, соответственно, культуру знают хорошо, архетипы пользуются этими архетипами великолепно, показывают их очень красиво и, само собой, так как карты Таро и являются, скажем так, архетипами наших человеческих культурных слоев, да, культурных смыслов неких, вот, с помощью кино современного их можно иллюстрировать очень ярко, понятно и удобно. Поэтому я беру кино как главное из всех искусств для нас. Вот. Что сегодня еще поговорим? О чем еще сегодня поговорим? Конечно, что там автор хотел сказать этой картой. Разберем значение по Уэйту, что он там писал в своей маленькой белой книжечке. Посмотрим по 11 дому соответствия астрологические. Почему у нас карта Луна в 11 доме? Почему в доме Урана, в Водолее? Почему именно так? Хотя было бы вроде бы логично ее поставить звезду туда, почему еще и Луна. Посмотрим, собственно, почему карта Луна это не плохая, а хорошая карта. И на это нам намекает сам Уэйт. Чуть-чуть поговорим о фазах Луны, какая фаза тут изображена. Поговорим о том, что такое хтоническое божество и кто из персонажей этой самой карты являются у нас хтоническим божеством. Или существом хтоническим. Да, и вообще, что такое хтонь. Поговорим о приливах и отливах, о Сцилле и Харибде. Мифология, конечно же, куда ж без нее. Вы знаете, я по первому образованию филолог, поэтому мифология будет затронута. Не историк, но филолог. Поговорим о богине Луны Селене. И о Диане или Артемиде. Вот это более интересный образ, более, скажем так, раскрытый, нежели Селена. Ну и, как я уже сказал, посмотрим образы в кино и затронем значения. Какие значения принимает эта карта в раскладах. Практические значения карты. Надо сказать, что в основном более глубинные практические значения на практике, как все это дело разворачивается в раскладах, мы разбираем с моими учениками на групповых занятиях, которые проходят у нас 3 раза в неделю. Сейчас в самом разгаре летняя группа, 2 летние группы, утренняя и вечерняя. Если вам интересно попасть в мои группы по обучению, то контакт в WhatsApp пишите, есть в описании видео WhatsApp, пишите, если вам интересно, я вам расскажу, что и как проходит у нас
обучения. Как туда можно будет попасть. Вот. Хорошо. Ну вот как-то так. Да? Еще раз напоминаю, уже для тех, кто смотрит все это дело в записи, буду очень рад вашему лайку, какому-нибудь комментарию. Потому как я уже говорил раньше, YouTube очень любит лайки и комментарии, и, соответственно, лучше продвигает видео. Больше народу приходит на канал, всем интереснее, всем веселее, и вам хорошо, и мне приятно. Так что буду рад вашей подписке, комментарию, лайку. Если поделитесь видео с друзьями, будет еще круче. Все, заканчиваю выпрашивать, да, начинать. Итак, у нас сегодня старший аркан Луна. Что мы с вами видим? Некоторые считают, что тут собака и волк, собака и шакал. Ну, в общем, какая-то животинка у нас живая, домашняя, скажем так. Вторая животинка у нас дикая. Ну да, они в самом деле как-то так нарисованы. Вот этот вот светленький, он больше на волка похож, либо шакала. А тут явная такая собачка с висящими ушами, охотничья, либо какая-то такая домашняя порода собаки. Луна, причем луна в интересном виде, да, не просто луна, а вот с полумесяцем с таким. То есть, ну, чтобы ясно, четко было понятно, что это луна. Две какие-то башни непонятные, путь вперед двигающийся, да, движение вперед. И, собственно, некое болото или озеро, или что это тут у нас, водоем, короче, грубо говоря, откуда вылазит рак. Либо какой-то другой членистоногий. Ну, тут рак. Очевидно, что это рак. Хорошо. Давайте для начала посмотрим, что автор говорит сам о той карте, которую он нарисовал. На лису похож справа, Юлия пишет. Может быть лиса, да, ну, псовая. Если лиса, то тоже псовая, то есть, ну, какая-то собачка и какая-то дикая собачка, скажем так. Неважно, там волк, шакал, лиса. Не домашняя, короче, ни разу. Вот. Что пишет Уэйт? От некоторых общепринятых разновидностей эту карту отличает то, что Луна пребывает в так называемую сторону милосердия. Важные места я тут выделил жирным шрифтом, чтобы вы поняли, на что мы будем обращать особое внимание. Так, сторона милосердия, то есть вправо от зрителя. Уэйт нам говорит о фазе Луны, обращает наше внимание. У нее 16 главных и 16 второстепенных лучей. Ну, до этого я еще не докопал, но надо будет. Просто не так много времени, да, у меня сейчас. И вот на эти 16 лучей я пока не стал обращать внимание. Но, несомненно, раз Уэйт обращает внимание, значит, это может быть интересным. Чуть попозже я раскопаю и специально для вас сделаю отдельное видео, если будет потребность такая. Эта карта представляет жизнь воображения, отрешенную от жизни духовной. Путь, пролегший между двумя башнями, ведет в неизвестность. То есть воображение, да, что такое то, что у человека внутри находится. Мы с вами знаем, что воображение у человека в голове, в его мечтах, может быть, в его снах. Пес и волк – суть страхи природного разума, оказавшегося в начале пути, освещаемого лишь отраженным светом. Что он намекает? На то, что отраженный свет – это свет, может быть, ложный в чем-то, да? То есть не истинный свет, как свет солнца, а просто отраженный свет. Тут надо сказать, что одно из классических значений карты Таро Луна – это обман, ложь, что вполне вписывается в характер Луны, так как Луна считается всеми светилом, она якобы светится. На самом деле она не светится, она отражает свет, то есть она не светило, а отражало. Да? То есть она как бы нас обманывает, она выдает чужой свет за свой. Такой вот образный, можно сказать, персонаж, но тем не менее. Последняя фраза, то есть вот по отраженному свету, служит ключом к несколько иной форме символизма, пишет далее Уэйт. Интеллектуальный свет есть отражение, и вне пределов его досягаемости таится неизвестность, которую он просто не способен высветить. То есть о загадочности, о непонятости, о скрытности эта карта тоже говорит. Уэйт обращает на это внимание. Он проливает свет на нашу животную природу, типы которой представлены ниже. На пса,
волка, ну, кстати, да, лисичка не лисичка, все-таки волк. Волка и на существо, выползающее из водных глубин. Ту безымянную и наводящую ужас тенденцию, которая даже низменнее дикой твари. Вот это намек на хтоническое существо. Существо стремится достигнуть просветления, выползая из бездны вод на земную твердь, но неизменно вновь погружается туда, откуда появилось. Вот это запомним тоже. Выходит и назад. Лик разума спокойно взирает на разыгравшееся внизу смятение, каплями росы не спосылая на землю мысли. Его послание таково: мир вам и покой. И, вероятно, на животную природу действительно снизойдет покой, а затаившаяся бездна перестанет извергать чудищ из своих глубин. В общем, такое загадочное и непонятное, да, что хотел сказать этим Уэйд, но он делает намеки такие. Во-первых, на то, что в какой фазе находится Луна. Сейчас мы посмотрим. Намекает на то, что это жизнь воображения, да, то есть что-то придуманное, какая-то фантазия, что-то то, что не является действительностью, может быть ложь, что-то скрытое. Страхи природного разума, да, волк и собака. Почему не просто волк, который страшный зверь, да, а именно волк и собака, сейчас мы с вами и поговорим. Считается, что волк — это страх природный, врожденный, да, это то, чего мы боимся, вне зависимости от того, в какой цивилизации мы выросли, да, в какой культуре мы воспитаны, как нас жизнь потрепала, да, или нет. В общем, мы боимся чего? По волку. По волку мы боимся смерти, голода, каких-то физических травм, диких животных, ну, в общем, того, чего боится любой человек. То, что заложено у него прям в подсознании на таком базовом уровне. Боли, голода, смерти, ну вот чего-то такого. А вот собачка — это как бы тоже страх, но такой прирученный, одомашненный. Это страхи, скажем так, цивилизованные, разумные, да. Это то, чего мы боимся уже осознанно. Мы боимся лишиться работы. Мы боимся обидеть другого человека. Мы боимся потерять ключ от квартиры. Ну, в общем, все эти страхи, которые, в принципе, дикому существу непонятны, для цивилизованного человека становятся очевидны, и он их тоже боится, этих самых страхов. Но, по сути, это всего лишь одомашненный страх, который является в глубине своей все равно диким. То есть, если мы боимся потерять ключи от квартиры, нам кажется, что мы боимся чего-то несущественного, а по сути мы боимся лишиться защищенности вечером. Да? Ночевать будет негде, это потенциально опасная ситуация. Если мы потеряли работу, то мы боимся на самом деле не собачки, а волка, потому что лишиться работы значит голодать. Ну, возможно, да, не будет денег к существованию, будете голодать и прочее, прочее, прочее. Вот. В неверных лучах Луны сложно разобрать, кто друг, а кто враг. Интересный образ, интересный, вполне вероятно. Да, лучи Луны, они такие призрачные, как бы загадочные, таинственные, как Уэйд пишет, скажем так, интеллектуальный свет есть отражение. Таится неизвестность, он не способен высветить истину, да, ну и прочее всякое такое. Опять же, если солнце — это солнце, оно просто светит, освещает, но днем становится все ясно, все понятно, то свет даже полной луны, он такой призрачный, неверный чуть-чуть в самом деле. Цвета не так различимы, потому что все такое становится слегка черно-белым, теряются оттенки, да. Ну, в общем, Луна, она такая загадочная. Ну вот, теперь, собственно, по поводу той твари, которая выползает из вод на земную твердь. Вот это то самое хтоническое существо, тот самый животный ужас, даже не страх, а вот именно тот ужас, да, то, что выходит из самой глубины глубин и пугает нас, заставляет нас двигаться вперед. Откуда именно такой образ, именно вот рак, который между землей и водой, мы остановимся чуть-чуть позже и поговорим о том, что такое хтоническое существо. Мутное. Да-да-да, мутное, мутный такой свет.
После старших арканов будете нам рассказывать младшие арканы? Да, буду, но там, конечно, чуть покороче, они не такие глубокие, как старшие арканы. Там меньше философии, там скорее жизненные такие ситуации. Вот, интересный вопрос. 21 и 19 арканы Таро к религии. Это довольно странно. Ну, относит, значит, есть какие-то свои у нее соответствия к этому. 19 аркан это у нас Солнце. Ну, может быть, да, там образ Бога есть. Ну, об этом позже. Давайте сначала посмотрим по поводу... Затронем астрологию чуть-чуть, да, вспомним 11 дом. Напомню, что текст соответствия по домам я просто взял где-то случайный сайт, да, чтобы взять, скажем так, такую среднюю выжимку из того, что пишут обычно астрологи по поводу 11 дома. Поэтому можно сказать, что это случайный среднестатистическое астрологическое значение 11 дома с Водолеем. Бескорыстие, альтруизм, отношения с друзьями, общественное объединение, наши группы по интересам, например, кружок любителей рыбной ловли, общественная работа, без оплаты очень часто, покровители, меценаты, защитники, да, клубы, ассоциации, занятия астрологией, то есть какой-то взгляд в будущее, вот тот самый путь, который есть вот на этой самой карте. Наше представление об идеальном мироустройстве, наше будущее, как оно выглядит и как мы себе его представляем. То есть как мы заглядываем вот в это самое будущее, вот этот самый 11 дом с Ураном и фоновым таким, может быть, уже не так ярко заметным, как в 10 доме, с таким фоновым Сатурном в 11 доме. Вот, и в самом деле логично предположить, что если есть путь, то это есть движение вперед. Плюс, опять же, если это Луна, то не всегда понятно, не всегда известно, куда мы идем. Отсюда есть вероятность того, что мы придем куда-то в новое место, что мы можем заблудиться и получить что-то новое, некий новый опыт. Луна — это, кстати, самое такое изменчивое небесное тело, которое мы наблюдаем. Солнце, оно как бы фаз не имеет. Да? И оно в течение года там ощутимо, но все равно не так быстро. Оно то выше, то ниже на небосводе располагается. У него всего 4 такие явные точки, да? Солнцестояние и равноденствие. Вот. А у Луны постоянно много фаз, она все время движется, она все время меняется, вроде бы как бы предсказуемо, да, но свет ее все равно такой неверный, мутный, поэтому путь, изменения, которые она показывает, они такие сомнительные. Страшновато чуть-чуть двигаться вперед при таком неверном свете. Шута нет в зодиакальном круге? Нет, нету. Почему? Позже объясню. Собственно, вот. Поэтому Уран — это ощущение чего-то нового пути, вполне в эту карту вписывается. Может быть, звучит чуть-чуть так за уши притянутым, но тем не менее картина пути у нас есть. А Уран — это всегда движение вперед, всегда движение к чему-то новому. Из того, что было, из чего-то привычного, вот из этого тихого болота, мы выбираемся на опасную для нас местность с тем, чтобы двигаться дальше вот между двумя башнями, между двумя скалами, между... Вообще символика башни, да, в позапрошлой лекции у нас была хорошо развернута эта тема. Символика башни — это внешние обстоятельства, какие-то опасности, скажем так. Вот. Поэтому можно сказать, что это между двух опасностей, между двух зверей, которые тебя могут съесть. Вот нужно пройти вперед к чему-то новому из чего-то старого, привычного. Почему именно рак? Потому что рак относится к 4 дому, а 4 дом — это у нас домашний уют, семейный очаг. Поэтому рак — это животное, которое выползает из зоны комфорта и движется куда-то вперед, дальше, в неизвестность. Вот это уже символика Урана. Хорошо. 4 дом у нас напротив, но чуть-чуть пораньше лежит. Надо сказать, что четких таких вот соответствий, если вы хотите увидеть прям максимально четкие соответствия между астрологией и картами Таро, у вас не получится это сделать, потому как все-таки это разные системы. Они очень схожи,
очень подобны в чем-то. Символика есть общая, однако прям вот так, чтобы одно в одно вставлялось ровненько, так не получится, но тем не менее общий смысл карт как раз тот, который совпадает с астрологическим. Хотя внешне, вот Луна у нас здесь, в 11 доме, хотя у нас есть дом Луны 4, да? Солнце у нас в 12 доме, хотя у нас есть 5 дом, львиный, солнечный, да, а тут у нас сила, тут у нас повозка, колесница, хотя в повозке у нас есть, в колеснице есть элементы рака, мы уже говорили об этом на предыдущих лекциях, и в принципе лев — это символика солнечная. Да и сам смысл карты говорит именно вот о солнечном умении выразить все, что ты хочешь в окружающий тебя мир, в окружающую действительность. По карте звезда мы уже говорили о том, что человек находится в обществе. По карте Луна человек из этого общества двигается вперед в своем собственном направлении, в неизвестном. Потому что как в обществе, это понятно, это известно. Человек до этого дошел уже давно. А вот движение вперед — это движение такое, когда человек хочет делать то, что ему на самом деле хочется, в то самое солнце, да? Но путь этот лежит мимо серьезных опасностей. Давайте посмотрим, что за опасности такие. Чего ж там Уэйт так боялся? Ну, давайте про хтоническое чуть-чуть попозже, да. Давайте поговорим про фазу Луны. Это вопрос простой, в принципе, закроет сразу первое предложение Уэйта, почему он считает эту карту хорошей. Обращает внимание в первых строках, да, на то, что это благоприятная Луна. Мира тоже нет. Да, и мира тоже нет в зодиакальном круге, это я объясню позже. Собственно, мы с вами видим фазу Луны на карте, растущую Луну. Да, вот у нас есть 4 четверти фаз Луны. По первой и по второй четверти Луна растет, прибывает. И такая Луна считается благоприятной для роста, сюрприз, да, для пополнения энергетического запаса. Все, о чем речь идет, любая энергия, которую вы считаете восполняемой в период роста Луны, считается, что она у вас накапливается. Можно начинать какие-то дела, можно пробовать что-то новое, что-то интересное, да. Ну, в общем, такая, скорее, положительная Луна. Убывающая Луна более сложная для тех, кто пытается начать какой-то новый путь. Вот. Ну, давайте про растущую Луну. Энергетический запас начинает постепенно увеличиваться на растущую Луну. Это прекрасное время для тех, кто планирует приступать к новым делам. Сил хватает на планирование и первые шаги в амбициозных проектах. Следует успеть проявить себя не только в деловой сфере, но и в личных отношениях. Потому как символика Луны — это символика, вот такая глубинная, чувственная символика. Эмоциональная. Можно переводить связь на более серьезный уровень, встретиться с членами семьи или познакомиться с кем-то новым. То есть, в принципе, мы с вами видим, что на растущую Луну ничего страшного нет. Наоборот, если вы хотите делать что-то новое, давайте вперед, пока есть время, пока у вас энергия восполняется, можно стартануть хорошо, да, потому что для того, чтобы растолкать двигатель, который заглох, допустим, да, вам придется приложить много сил, много энергии для начала пути, да, разгон всегда требует максимального вложения энергии, и вот эта вот энергия, да, появляется откуда-то силы, которые позволяют человеку начать что-то новое, более комфортно. Пан Роман Тайный Масон, а карт нет, потому что заговор. Заговор, конечно, еще как, что. Спасибо. Вот, в общем и так, в общем и целом, вот как-то так. У нас по фазе Луны все очень просто. Уэйт считает, что Луна в прямом положении у нас хорошая, положительная. И это еще раз подчеркивает мысль очень простую, что все карты у нас не хорошие и не плохие. Карта обозначает некое понятие, да, является символом, образом этого символа, можно еще и так сказать. Вот. И не обязательно он направлен против человека.
Все зависит от точки зрения человека, да, и если человеку не очень нравится эта ситуация, если она не отвечает его ожиданиям, карта будет, конечно, перевернутая. И таким образом Луна для него будет не растущей, а наоборот убывающей. Да? Поэтому если вы работаете с перевернутыми картами, вот если вы перевернете карту Луна, вы увидите перед собой убывающую Луну. Ну и, соответственно, сможете клиенту объяснить, что ему там не стоит делать по этой убывающей Луне. Ну, на эту тему можно долго говорить, если вы интересуетесь астрологией, Луной, лунными днями, лунным календарем и всем этим самым. Я особо не интересуюсь. Ну, то есть как-то временами я посматриваю, что там Луна в каком знаке, да. Вот. Но так как это каждые 3 дня меняется, поэтому я часто забываю следить, особо не работаю. В работе с клиентами у меня, как правило, большое значение имеет солнечный знак. Солнце в момент знака рождения, в момент рождения человека, где находится. Вот, так что такие дела. Но, возможно, вот это знание о том, что это растущая Луна, вам поможет понять, что карта-то хорошая, по ней можно двигаться вперед, скажем так, аккуратно, осторожно, с опаской, осознавая свои страхи, но тем не менее двигаться вперед. Перевернутая карта — это разве не Лилит? Не знаю, я с Лилит особо не имею дела, да, я работаю по, скажем так, по астрологической системе, в которой есть Солнце в знаках, и мне этого хватает. То есть мне такие вот внешние соответствия, а астрологические, окей, нормально. А вот узлы, да, лунные узлы, ну, такое. Я не очень их и использую, как и асцендент, и десцендент. В общем, все это особо не пользую. Мне самое главное Солнце в знаке. Поэтому у меня тут 12 планет. Из фиктивных планет это Хирон в весах, управитель весов, да, и Прозерпина, управитель Девы. Вот и все, собственно. И это гораздо логичнее, чем Лилит, которая считается там какой-то темной, да, ну такое себе. Вот. Прозерпина вроде бы тоже богиня подземного мира, но она такая нормальная, человеческая, без всяких вредностей. Хорошо, ну, тут опять же в чужой монастырь со своим уставом я не лезу, как у меня работает, так я вам рассказываю, уже пользоваться этим или нет, пожалуйста. Александр Конусов, у меня есть лунный отрывной календарь, там написано, что лучшее время для гадания 12, 14 и 18 лунные дни. Я не знаю, если ко мне клиент приходит, ему удобно в понедельник, я не буду смотреть, какой в понедельник лунный день, я буду с ним работать, потому что ему нужно решить проблему. Вот, ему нужно помочь как-то, ну и собственно и все. Лилит только условно называют черная луна. Но я вот в тему фиктивных планет особо не вдавался. С Прозерпиной и с Хироном работаю. Остальное так. Нет времени знать все. Давайте про хтоническое божество. Что такое хтоническое божество? Вот тот самый, ну, существо, божество. Вот тот самый рак. Почему он такой вроде бы как бы подводно-подземный, да? Потому как раки живут в норах. Вроде бы могут дышать воздухом, да, то есть и по земле могут ползать, но при всем этом все-таки это водные существа, живут в подводных норах, поэтому это уже такой прообраз как бы эмоций, да, глубинных переживаний, сокрытых, тайных каких-то пороков человеческих, ну вот что-то такое, не обязательно пороков, просто глубинных чувств, да, то, что приходит из глубин, мало того, что со дна какого-то водоема, так еще и из норы в дне этого водоема. Если вы раков ловили, вы знаете, о чем речь. Хтонические божества, от греческого хтон, земля, почва. Во многих религиях и философиях это божества, изначально олицетворявшие собой силы подземного мира, находящиеся под земной вселенной мира людей и под небесным началом, то есть подземное некое царство. То есть это всякие подземные боги, проще говоря. Представителями его среди животных являются различные гады, пресмыкающиеся, да, там змеи, эти ящерицы, рыбы,
всякие вредные членистоногие, да, типа скорпионов, там, пауков этих вот всех. В ряде случаев и птицы. Вороны, сороки, воробьи, если их много, если они стая, да, и они ведут себя как-то странно. Вот забыл я одно кино сюда добавить. Ну, я думаю, что и так вспомню вам. Ну, это прям такое классическое кино. Вот по поводу ворон, сорок, воробьев и прочего-прочего. Если кто-то сообразит в комментариях сказать, я буду очень рад, что вы на одной волне со мной. Позже стали неотъемлемой частью пантеистических религий, иногда занимая в них главенствующее положение. То есть это не просто там какие-то там подземные боги, это серьезные подземные боги наравне с небесными богами. Собственно, один из известных исследователей, да, Барухович, отмечает, что в представлении о хтонических богах нашли отражение смутной идеи о животворящих силах природы и Земли, родоначальницы всего живущего и одновременно стихии, куда возвращается все, закончив свой жизненный цикл. То есть вот из Земли рождается и в Землю уходит. Омен? Нет, не Омен. Хотя, да, там тоже были вроде как вороны, сороки, что-то такое. Другой фильм прям вот связан со всеми этими сороками, воронами, воробьями и прочими птицами. Все прям на поверхности. Я когда скажу название этого фильма, вы прям скажете, точно. Вот. Хотя сразу скажу, фильм старый. Вот. Хтонические черты имеют образ богини-матери. То есть вот та самая мать сырая земля, если вы помните, да? Одну из предыдущих лекций. Мифической прародительницей связаны также со смертью, хаосом. Амбивалентный характер хтонических божеств обнаруживает мотивы брака с небесным богом, изгнавшим жену в нижний мир. То есть вот тот самый Зевс, он есть, да, а отсылает он там какую-то свою жену, либо дочь, либо что-то такое, другую богиню к подземному богу. Посейдон, кстати, да, вот сначала было разделение очень простое. Светлый бог небесный — это Зевс, да, а его брат — это такой как бы земной материальный бог, подводный повелитель всех подземных вод. Посейдон, да, ну то есть Нептун. Вот то самое древнее мужское хтоническое божество, обладавшее универсальной властью, на более поздней героической ступени был вытеснен мужским патриархальным божеством, возглавившим олимпийцем Зевсом. И больше уже Посейдон не занимал главенствующего положения, оставаясь в неизменной оппозиции к Олимпу. Если вы помните древнегреческие мифы, Посейдон постоянно мутил воду, постоянно мешал там аргонавтам, постоянно мешал Одиссею, кому-то там еще. Его все время приходилось задабривать, да, чтобы он не творил гадости. Ну вот. Птицы Хичкока. Птицы. Да, совершенно верно. Ворон чуть-чуть не то, а вот Хичкок и птицы Хичкока, там прям вот этот. Ну, Хичкок вообще мастер ужаса. А Луна — это такая карта, которая говорит как раз вот о чем-то таком животно-страшном, да. То есть, ну что, ну птицы и птицы, да. Но когда их много, и когда они себя непредсказуемо и непонятно, непривычно, по-новому как-то ведут, вот это такой животный ужас у человека возникает, когда он не может понять, что делать, сталкивается с чем-то новым. Поэтому карта Луна, да, она вот такая немножко ураническая, как бы, да, она дает нам ощущение нового, непонятного и неизвестного. То, что нам неизвестно, да, мы никогда с этим не сталкивались, и, соответственно, видим это впервые. Поэтому оно для нас неизвестно, понимаете? Вот, кстати, вот эти олимпийские музы относились к хтоническим существам. Я уж не помню точно, чьи они дети, да, но, скажем так, их взаимодействие с Аполлоном, солнечным божеством, которое отождествляет, в принципе, Солнце, да, вот он взаимодействовал именно с земными, скажем так, этими самыми музами, с музами, которых породила Земля. Вот, и тут мы с вами видим образ как сознание, да, то есть Солнце — это же сознание, вот эта хтоническая штука, когда вылазит из подсознания, как у нас появляются мысли? Они либо идут от богов, как считали древние люди, да, либо порождаются музами, вдохновение, да, нужно порыться в себе, чтобы найти вдохновение, как-то так. Ну вот, поэтому вот Аполлон, Солнце взаимодействуют с этими хтоническими музами.
Собственно, вот он, да, вот он, тот же самый Аполлон. Он убил вредное хтоническое существо, того самого Пифона, которого породила Гея, Земля, да. То есть мы с вами видим классический миф о том, как сознание побеждает наши животные страхи, либо наши животные желания, такие низменные животные, древние, скажем так. Вот. В принципе, вся эта штука об Аполлоне и Пифоне, вот она. Забороть змея, да, забороть дракона в христианской мифологии, это тоже вот примерно то же самое. Поэтому Георгий Победоносец, вот можно сказать, это новый вариант Аполлона, заборующий змея. Как-то так. Современное, есть у нас и современное хтоническое божество Ктулху. Может быть, вы слышали? Вот Ктулху у нас и вылазит из того болотца, да. Ктулху — это вот тот животный ужас. Наши животные побуждения, которые заставляют человека меняться до животного состояния, до звериного такого, да. И, кстати, идея Ктулху, она была описана впервые в рассказе Говарда Лавкрафта, если вы знаете, такой классик, да, ужаса. «Зов Ктулху» в 1928 году. И это очень интересное время, да, по поводу вот этого времени, предшествующего ему десятилетия, я уже упоминал отличный сериал «Аббатство Даунтон». Там четко показан переход английского общества от такого сословного еще общества в потихонечку равноправное общество, да, смена эпох из поствикторианской Англии, да, вот туда вперед. И в то же время расцветали пышным цветом романы ужасов. Брэм Стокер написал своего Дракулу, там еще даже чуть-чуть пораньше, да, Лавкрафт свои эти вот ужасы, да, про Ктулху. Это отголосок викторианской Англии, когда люди были чопорны, сдерживались, да, боялись показать свою истинную природу, им нужно быть джентльменами, поэтому свои животные побуждения они закапывали все глубже, глубже и глубже. Хорошо на эту тему у Фрейда, у Юнга все вот это вот раскрыто в полный рост. А пока вот эти все порождения морских океанических глубин, вот, это следствие викторианской и поствикторианской, скажем так, культуры, когда нужно было себя сдерживать, нужно быть цивилизованными людьми и вообще показывать, что ты как животное что-то хочешь, считалось очень нехорошим. Вот, как-то так. Кстати, есть сейчас, да, мифология Ктулху, она стала основой многих книг и игр, много мемов вот по поводу Ктулху, но это уже такое, скорее, божество мемное стало. Но, тем не менее, да, это животное такой ужас. Вот так просто про хтоническое божество. Теперь вопрос, откуда вообще оно появилось? Откуда появился такой образ, что из морских глубин кто-то вылазит, такой членистоногий, со щупальцами, это вот все. Помните, капитан Джек Воробей, да, там один из антагонистов был вот этот капитан, который там со щупальцами вместо бороды и прочее. Это вот тоже такой как бы Ктулху, он тоже живет под водой. Властитель мертвых, утонувших моряков и прочее, прочее. Это вот тот же самый тип. Откуда все оно взялось? Дело, и при чем тут Луна вообще? Почему Луна вызывает эти хтонические божества? Почему Луна так влияет на эмоции? И почему вызывает из наших глубин какой-то ужас? Все очень просто. Луна управляет приливами и отливами. Вот вам прилив, вот вам на соседней фотке то же самое место, только отлив. То есть, то нет. И, соответственно, когда вода уходит, на земле, на кромке прибрежной линии остается много морских существ. Всякие рачки, крабы, осьминожки. И вот это все дело можно ходить, собирать и порой наткнуться на что-то такое, что приносит из глубин океана что-то необычное, новое, страшное, пугающее, потому что ты такого не видел.
И непонятно, бояться его или нет, потому что раз ты такого ни разу не видел, ты не знаешь, укусит оно, может оно ядовитое, может оно сейчас вскочит, расправит крылья, схватит тебя и унесет в нору. Поэтому всего нового и неизвестного лучше на всякий случай бояться. Поэтому Луна вот так четко связана с ощущением, что если ты идешь какой-то новый путь, то там страшновато. Мало ли, с чем ты там столкнешься. Это нормальное, естественное, хтоническое ощущение человека, из самой глубины идущее. Прилив и отлив – это периодические колебания уровня океана или моря, являющиеся результатом воздействия приливных сил Луны и, сюрприз, если вы не знали, и Солнца тоже. Потому что кроме Луны еще и Солнце вызывает эти приливы-отливы. Однако приливообразующая сила Луны в 2,17 раза больше приливообразующей силы Солнца. Поэтому характеристики прилива в основном зависят от взаимного положения Луны и Земли. Вот, считается, что Луна больше действует. Приливы и отливы вызывают изменения в высоте уровня моря, а также периодические течения, вызванные вот этими, то есть приливные течения, да, слышали про такие. Делающие предсказание приливов важным для прибрежной навигации. Отливы играли заметную роль в снабжении прибрежного населения морепродуктами, позволяя собирать на обнажившемся морском дне годную для еды пищу. То есть будете молиться Ктулху, он будет вам переносить из морских глубин всякую еду. Не будете молиться Ктулху, да, он вас этим прибрежным течением завернет в такую сторону, что вы попадете в водоворот и будет вам плохо. Поэтому тут как бы либо хорошо, либо плохо, такие слегка крайности, да. И мы с вами помним, что Луна, она такая, да, она показывает крайности. А у нее одна сторона светлая, другая сторона темная. А где у нас с вами была светлая и темная сторона Луны, да? В колеснице, где один этот самый сфинкс черный, другой белый. Вот. А взаимодействие Луны и Солнца у нас это взаимодействие еще и 5-го дома, Аполлона, вот того самого, да, вот с этой самой Луной. Так что тут много соответствий на разных уровнях, и все они такими маленькими крючками прицеплены друг к другу и образуют такую вот интересную сеть, которую вы видите, если глубоко погружаетесь в смысловые значения карты. То есть не то, чтобы это вам дает какие-то новые практические значения, но вы таким образом глубже начинаете чувствовать карту. Вы уже теперь чувствуете страх. Почему по Луне страх? Потому что приливное течение может вас завести в неизвестные воды, да, в какой-нибудь водоворот. С другой стороны, из этих приливных течений вам появляются какие-то новые существа, порой пугающие, но в общем и целом полезные. Теперь по символике страха Сцилла и Харибда. Почему я вдруг вспомнил про Сциллу и Харибду? Во-первых, это прибрежные существа, которое вот одно пугающее такое, да, у него много пастей, 6 собачьих пастей на женском торсе. Считалось, что это какая-то женщина, Скилла или Сцилла, да, если, в разной транскрипции, в принципе, Скилла. Лающая, оно так и переводится, лающая, то есть пугающая своим лаем. Опять же, символика собаки и волка, я уже вам говорил не один раз в предыдущих лекциях, что символика собаки это всегда символика страха. Волк сам по себе пугающий. Но почему собака связана со страхом? Потому что собаке человек свой страх делегировал. Поручал бояться вместо себя, пока он спит. Сторожевая собака что делает? Она волнуется за хозяина. Она боится за хозяина, пока хозяин спокойно спит. Страх человека как бы отдан собаке. Собака боится за человека. Если кто-то приходит, он начинает громким лаем как бы предупреждать об опасности. Алярм такой. Поэтому символика страха всегда тесно связана с собакой. Гекате всегда приносили в жертву собак. Это самая Артемида, она же Диана, бегает с собаками, это псовая охота. Ну и прочее, прочее. Об этом еще чуть-чуть позже. Я уж не помню толком, по разным мифам, Скилла была превращена в такое существо по разным причинам. В общем, где-то кому-то не угодило, и ее превратили. На самом деле, там есть очень много версий мифа, поэтому нет смысла останавливаться на каком-то одном.
Смысл в том, что это страшное существо, которое хватало проплывающих мимо моряков. А моряки должны были проплыть в узком проливе между Сциллой и Харибдой. Если вы слышали такое выражение, то оно значит примерно между молотом и наковальней. То есть между двумя опасными участками нужно было пройти. Что такое Харибда? Это то самое приливное течение, которое образует водоворот, который засасывает в прибрежные скалы и выбрасывает там на острые камни корабли. Если вы не знаете пути, если вы не знаете дороги, как проплыть между ними, то по тоненькому пути между одним страшным и другим страшным. Вот это символика Сциллы и Харибды. Опять же, лающие собаки и прибрежные течения. Есть еще символика нимф, либо русалок, которые своим пением приманивали этих самых моряков, да, и Одиссей специально, чтобы послушать их песни, заткнул всем уши, да, а себе уши оставил, но привязал к себе к мачте, чтобы услышать, о чем там речь идет. Но это чуть-чуть не тот миф, поэтому мы не будем на нем останавливаться. Жрица тоже. Да, жрица тоже. Есть такая тема. И в жрице есть луна, да, то есть вот это лунное ощущение, оно, во многих картах просто по-разному чуть-чуть раскрывается. Но в карте луна чуть больше, чем полностью. Чаек мятный. Очень советую, чтобы смягчать голос, да, если чувствуете, что горло уже так начинает соднить чуть-чуть, нет ничего лучше мятного чая. Хорошо, раз уж мы с вами коснулись мифологии, давайте поговорим, собственно, о богине, которая привязана к понятию Луны. Во-первых, это Селена, потому как Селена и есть богиня Луны, ее даже рисуют с этими рожками, да. Вот. На самом деле она достаточно быстро переняла, вернее, она ушла в Артемиду или в Диану. Ее функции переняла Диана, и Артемида взяла на себя функции. За что она была ответственна? В ранней античности свет, сияние Луны. Переводится ее имя. Да? Одна из богинь в древнегреческой мифологии, богиня просто-напросто Луны. В поздней античности отождествлявшаяся с Артемидой и Гекатой. Ну, еще и Гекатой. В небесах по одному мифу возлюбленным Селены был Зевс, а вот в родной Аркадии, в горной Аркадии, другом Селены был Пан. А Пан, мы с вами, если помним, это и предыдущий Козерог, и вот это ощущение из звезды панического страха, панического ужаса, то есть, такой вот стрёмная тема, да, которая привязана именно к такому животному ужасу. Панический ужас — это когда Пан начинал играть на своей свирели, которая была настроена на музыку сфер, да, об этом в предыдущей лекции есть. И, соответственно, вносил таким образом, сеял страх в сердцах противников вот этой панической музыкой, скажем так. Что у нас по Селене есть интересного? Если мы с вами помним, да, то в предыдущей карте и к 11-му дому у нас относятся еще и молодость, юность, да, и общение с друзьями, и живость, веселость такая, как бы необычная для взрослых людей, скорее присущая юношам либо детям. И потихонечку 11-й дом вот развивает в себе эти детские качества и передает дальше в 12-й дом, в необычное поведение совсем, в ненормальное, в такое, в невзрослое поведение, да. Нормальные взрослые приличные люди ведут себя правильно по 6-му дому, по деве. Дева — это правило. А вот все, что такое необычное и нарушение правил, это уже 12-й дом. И туда уходит ощущение такой молодости и безбашенной юности либо детства. Так вот, по поводу юности. 11-й дом у нас еще в полном росте идет, поэтому и с Селеной тоже был связан неким родом миф о юности, причем о вечной юности. Наиболее известным любимцем Селены был юноша Эндимион. Некогда юный охотник или пастух, либо царь, там по разным версиям разных мифов.
Эндимион покоится вечным сном в пещере Латма. Когда Зевс предложил юноше на выбор род жизни, Эндимион пожелал бессмертия и вечной юности. Хотя бы, если он даже будет все время в непробудном сне, но он все равно хочет быть вот молодым. Ну, сказано, сделано, Зевс как бы так и сделал. И вот этот вечно молодой юноша спит вот этим сном, непробудным, но сохраняет свою молодость. Да? Сюда можно, наверное, кстати, каким-то краем притянуть портрет Дориана Грея, но я что-то только сейчас это сообразил. Я просто не особый фанат этого произведения. Но написано оно, опять же, помните когда. Вот. Поэтому тут мы с вами видим такую вот вечную молодость в непробудном сне. Отсюда же и все сказки с спящей красавицей и прочее, прочее. Только, скажем так, в женском варианте. Должен прийти некий герой, который разбудит вот эту спящую красавицу. Каждую ночь приближается к спящему Селена, и очарованная молча любуется красотой юноши. То есть Луна видит человека только в спящем состоянии. Это еще и карта сна, неких снов, да. Мы с вами знаем, что во сне у нас все такое, какое-то размытое и нечеткое. Управление Луной дает управление сном, своего рода осознанными сновидениями. Осознанные сновидения очень часто используются людьми для того, чтобы побороть какие-то свои страхи. Вот, есть очень много интересных книжек, просто загуглите осознанное сновидение, да, например, Стивен Лаберж, почитайте Лабержа, да, попробуйте технику осознанного сновидения, вы поймете, что такое сон на самом деле. Это очень крутая штука, но про это уже сегодня не будем, хотя это как раз вот тема Луны. В Эндимионе, то есть погружающемся в воды океана, Макс Мюллер, это один из известных немецких этих самых мифологов, да, и исследователей мифов, видит образ Солнца, которое под конец ночи встречается с Луной. По мнению Преллера, это еще один немецкий филолог, это гений глубокого ночного сна или самой смерти. Так что вот еще и тема сна. Тема сознания, которое погружено в сон. Вот в этой самой... Ну, смотрите, что такое прилив-отлив? Что за рак, который вот выползает из этого болота, да, и при малейшей опасности бьет хвостом назад, как рак. Чуть что, рак сразу хлоп хвостом и назад в норку. Это страх, это пугливость, это ощущение того, что только-только ты что-то понял, да, уже надо спать ложиться. Опять уходишь в глубины сна, потом опять вылазишь, идешь там каким-то путем, и потом опять уходишь в глубины сна. Вот этот прилив-отлив, прилив-отлив. Вот это вот то темная сторона, то светлая. Символика Луны — это и есть символика сна. Потому что по Солнцу человек всегда бодрствует, а по Луне он то спит, то не спит. Вот. Теперь давайте пойдем в Диану, в Артемиду. Да, что за богиня такая? И тут мы с вами уже видим интересную символику. Лук. Кто такая Диана? Богиня-охотница. Артемида. Богиня псовой охоты. Богиня лесов и дикой природы. Дикой животной такой природы. Классическая Артемида — это вечная дева. Сопровождающие ее нимфы также дают обет безбрачия. Те же, кто не соблюдает его, строго караются, как, например, Калиста. Перед свадьбой богини Артемиды приносились искупительные жертвы. Во многих мифах она представляется мстительной и жестокой, на самом деле. Но это такая серьезная, очень достаточно мужественная богиня, хотя и это такая женственность, но активная женственность. С одной стороны, у нас есть Афина, да, которая тоже является такой как бы активной женственностью, но там скорее образ женской мудрости, женского разума, женских желаний осознанных, таких более солнечных, более, скажем так, умственных, если уж так совсем уходить. А вот Артемида — это женские желания, которые вот идут из той самой глубины, исконно женские желания, которые в чем-то даже сильнее мужских. Если женщина что-то захочет, то мужчина потом мучается, думает, как же это сделать-то, ё-моё. Артемида Эфесская являлась покровительницей амазонок, допустим, да, и вот эта символика женщины с луком, и, кстати, вот тут очень удачная картинка, которая и рисует, собственно, Артемиду или Диану с луком, как символика полумесяца.
Артемида всегда охотилась с луком и с собаками. Она загоняла собаками оленей. И часто изображалась она именно вот таким образом. Пожалуйста, тут у нас лук, символика полумесяца, собака, символика страха, олень. Почему олень? Символика страха. Потому что олень пугливый. Олени это очень осторожное животное, охотиться на них, выслеживая и приближаясь к ним, очень опасно. Гораздо проще их спугнуть, загнать в нужное место и там уже, собственно, из засады расстрелять из там лука. Ну, как охотятся эти самые английские лорды, да? Загоняют собаками этих самых животных. Оленей, лис, зайцев и прочее, прочее. Давайте подробнее про Артемиду, да, прочувствуем характер богини, чтобы понять, о чем там в этой карте говорится. Артемида в древнегреческой мифологии вечно юная богиня. Опять же, заметьте, опять вечно юная богиня. Не Гея, которая многомудрая, опытная женщина, да, либо там Диметра, либо там мать богов, та самая Кибела, да. А вот Артемида вечная юная богиня охоты. Смотрите, опять мотив вечной юности. Во сне человек, чем больше спит, тем больше сохраняет юность. Чем больше ты спишь, тем моложе ты выглядишь. Поэтому, если хотите, девушки, молодо выглядеть, больше спите. Организм восстанавливается во сне, да, особенно по растущей луне, и омолаживается, скажем так. Некоторые богатеи даже там специально спят в каких-то в условиях таких идеальных. Вот Майкл Джексон спал в барокамере не криогенной, в кислородной. Вот. Все прекрасно знают, что сон омолаживает. Поэтому 11-й дом у нас еще и вечная молодость еще по одному аспекту. Ну, кроме того, что это богиня охоты, то есть какого-то активного поведения, то есть это женское активное поведение. А женское активное поведение идет по луне. Мужское активное поведение идет по солнцу. Мужчина что-то думает головой, женщина чувствует эмоциями. Активность женщины в ее эмоциональности. Это еще и богиня плодородия, то есть, ну, вот эта цикличность, да. Женский цикл, я думаю, что вы лучше меня знаете, что это такое. Вот это в ту же степень, потому что Луна связана с этим. Я думаю, что не мне вам об этом рассказывать. Богиня женского целомудрия, то есть юности, да? Покровительница вообще всего живого на Земле, то есть, ну, вот этих всех животных, лесных и прочего всего такого. Дающая счастье в браке и помощь при родах. Позднее богиня Луны, ее, кстати, брат Аполлон, был олицетворением Солнца. Поэтому Луна вот идет в противостоянии 5-го дома и 11-го дома. Конечно, Луна астрологическая, она в 4-м доме, но женский характер проявляется и в 11-м доме очень серьезно. По Луне. Ее брат Аполлон был олицетворением Солнца, у Гомера это образ девичьей стройности, покровительница охоты, у римлян отождествлялась с Дианой, богиней растительного и животного мира. Культовыми животными Артемиды стали лань и медведица еще. Получила в подарок 12 псов от бога Пана. Да, то есть вот тот самый панический ужас, лаем собак и гонит этих несчастных животных вперед в ловушку. Загоняет на какой-то определенный путь, чтобы пройти между двумя створками, между двумя опасностями, между Сциллой и Харибдой, между этими двумя башнями, которые вот у нас в этой самой карте есть. Да? Это символика древней охоты. Люди и в Австралии еще сейчас, вот эти туземцы охотятся до сих пор, когда ставили такие заборчики, да, и загоняли диких животных в какое-то определенное место, да, по этим прериям, по этому всему. Поэтому это вот такого рода охота, когда пугаешь животных, они убегают. Заранее приготовленное место. Такой обман. Понимаете? Поэтому Луна еще и обман. Изображали с полумесяцем на голове и факелами в руках в длинной одежде. Изначально еще у этрусков в 6 столетии до нашей эры Диану почитали в качестве триединой богини, олицетворяющей богиню Луны, охоты, еще и подземного царства. То есть та же самая Геката очень часто считалась богиней Луны, богиня страха и подземного мира.
Эти функции впоследствии распределили между богинями Луны, Дианой и Гекатой, или Прозерпиной. В этом контексте она обладала властью на небе, земле и под землей. Символ перекрестка также имеет отношение к Диане Охотнице, так как обозначает наилучшее место для установки капканов. Вот эти тропинки животные, которые пересекаются, где чаще всего ходят животные, там лучше всего располагать опасность, то, что тебя схватит и убьет. Различные пути, по которым может пойти и животное, и человек. То есть, где пути животного и человека пересекаются, где животное пересекается с человеческим, где собака встречается с волком. Вот это все богиня Диана, Артемида, Луна. Чувствуете, да, уже все больше и больше и больше. Луна еще на беременность указывала в моей практике. Алина пишет, да, бывает такое. Бывает, потому как растущая Луна – это прибавление, это беременность. Опять же, это связано с женским циклом месячным. Опять же, месячный почему? Потому что лунный цикл связанный четко. Поэтому Луна вот со всеми этими делами связана прям воедино. Пришло на ум, сон разума порождает чудовищ. Ну так откуда? Это вот все оно и есть. Это все оно и есть. Собаки стража богини погнались за ним, настигли и разорвали на части. По легенде Овидия, юноша по имени Актион во время охоты наткнулся на водоем, где купалась богиня Луны Артемида, Диана, и вместо того, чтобы убежать, смотрел на нее, пока богиня не обратила его в оленя. Да, это вот тот же самый миф. Ну, там много было мифов, да. Много кого она пугала, много кого она убивала. Это просто один из самых известных мифов. Смысл в том, что богиня Диана, Артемида, она пугает. Вот. Особенно если человек раскрывает ее какую-то тайну, да, то, вообще, пиши пропало. Поэтому аккуратнее надо быть, не вляпаться ни в одно, ни в другое, ни в Сциллу, ни в Харибду. Вот. В связи с этим хотелось бы вспомнить Срединный путь. Потому как одно из хороших положительных значений карт, потому что мы сегодня с вами все про страх да про ужас, да, об опасностях и прочем всяком таком. Однако, кто предупрежден, тот вооружен. Слышали, знаете, да? Так, звук выключу в телефоне. Кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому, если вы чувствуете крайние степени опасности, да, вот те самые черный и белый сфинксы в колеснице, если вы с ними хорошо знакомы, вы понимаете, как пройти между ними. Вы понимаете, как найти баланс, как пройти по срединному пути. Что такое следовать срединному пути? Это значит держать золотую середину между аскетизмом и наслаждениями, не впадая в крайности. Аскетизм – это когда вы боитесь вредного влияния чего-то, скажем так, там сладкого, вкусного, приятного, и удаляете это от себя совсем. Аскеты, они вот такие вот худые, изможденные. Так изводил себя Будда, когда примкнул к аскетам и 7 лет сидел без еды и без пищи, потому что считается, что как бы ублажая свое тело, да, ты как бы поддаешься материальному миру, не думаешь о духовном. Любого рода практики голодания вели к определенным инсайтам, к просветлению сознания, и это, конечно, полезно, но все хорошо в меру. А почему тут крайности? Потому что 25 лет до этого Будда прожил, как сыр в масле катался. Да? Он был сыном Махараджи или кого там, царя индийского, и не знал ни в чем отказа. То есть, он до 25 лет не знал, что есть болезни и смерть вообще. Потом случайно узнал, понял, что так плохо, так нельзя, и ушел в аскеты. Кинулся из одной крайности в другую крайность. В изначальный период духовных поисков Будда следовал аскетической практике в ее крайней форме. То есть отказывался от еды и пищи совсем. Но затем признал ошибочность данного подхода, указав на необходимость поддержания здоровья тела с помощью регулярного принятия пищи и воды. То есть после 7 лет воздержания аскетического у него наступило такие прозрения, он понял, что это я тут дурака валяю, да? Что-то я как-то тут не очень.
Вот, и принял чашку риса там от пробегающей мимо девушки и понял, что, о, кайф какой, хорошо, вот оно хорошо. Не жирно и не пусто, да, вот в меру это правильно, поэтому эти крайности ваши, это все ерунда. Изматывать себя, скажем так, ну, я не сторонник веганства. Я понимаю, что они имеют право следовать тому пути, который они выбрали, но вот вегетарианство, как отказ от мяса, по разным причинам, да, из каких-то, по духовным причинам, либо по физическим, по физиологическим, да, там, непереносимость белка, допустим. Я вот тоже мясо не ем особо. Ну, крайне-крайне редко, там, раз в месяц мясо могу поесть. Там, ну, дети у нас едят мясо, потому как белок нужен, да, вот, пока они растут. Но вот для меня я себя лучше чувствую без мяса, допустим. Но уходить совсем в крайности, в веганство, где ты ни молока, никаких животных жиров вообще, только вот на растительной пище, я считаю это крайностью. И вот, допустим, ну, мне становится страшновато из-за этого. Почему человек уходит в такие крайности? Из-за страха. Из-за страха того, что ты, ну, не сможешь контролировать вот процесс поступления в организм, допустим, да, там что-то полезного либо вредного. Все хорошо в меру. Вот из-за страха неправильно соразмерить, человек уходит в какую-то крайность. Либо в сцилла, либо харибда. Да, либо тебя собаки сожрут, либо ты утонешь. Одно из двух. А по сути, как бы можно аккуратненько пройти по золотой середине, по срединному пути. Вот этот путь у нас тут и нарисован. Аккуратно между собачкой и волчком, потихонечку, раз, не спеша. Это у нас, кстати, если вы помните сказку «Колобок». О чем сказка «Колобок»? О хтоническом существе. Почему хтоническом? Потому что хтоническое — это то, что изнутри самых глубин подсознания, самых глубин океана, земли, вытащенное наружу на свет. Как лепили колобка? Из того, что скребли по сусекам. Да, то есть самые дальние полки, самые нижние, там где-то клети в амбаре, когда уже все кончилось, вся еда, вот из самых дальних темных углов то, что наскребли, то вот самое глубокое, да, вот из этого слепили что-то такое круглое, и оно покатилось по какому-то пути между животными, да, и каждое животное его пугало, и колобок, собственно, обходил эти опасности на своем пути. С чем он не смог справиться? С прямым обманом. Лиса его обманула хитростью. Поэтому сказка о том, что у страха, конечно, глаза велики, но на самом деле бояться стоит прямого обмана. Когда тебя пугают, это не страшно, уйти всегда можно. А вот когда тебя обманывают, вот там тебя могут и сожрать. Поэтому это и есть вот та самая Луна. И хороший смысл Луны в том, что она дает тебе указание на то, что, во-первых, ты движешься по пути, по какому-то, к чему-то новому, ты проходишь мимо опасностей, и ты предупрежден, значит, вооружен. Тебя могут, конечно, обмануть, но если ты будешь внимательно следить за тем, куда ты идешь, то у тебя все может получиться, потому что Луна тебе помогает. Твои опасения, они тебе подсвечивают путь, они тебе помогают, поэтому растущая Луна в этом плане, она наоборот скорее положительный персонаж. Прямая карта — это хорошая карта. Бояться тоже нужно. Потому что тот, кто не боится, тот может попасть в какую-то переделку. Луна может быть шаманом, пишет Александр Конусов, пребывающим в трансе и уводящий за собой в транс. Профессии психолог, психотерапевт. Ну, 11-й дом, да, в принципе. Человек, который работает с подсознательным. Психолог работает скорее со звездой. Там собрать данные воедино в общую картину. А по Луне это заглянуть в подсознание человека. Это работа со сном. Это вот фрейдисты и юнгианцы. Это по Луне. Да? Просто какие-то... Смотрите, если мы берем две карты 11-го дома и рассматриваем в плане психологии, то звезда у нас это работа сознательная. Да, по уму, грубо говоря, по информации, обработка информации. Это когнитивная психология. Это когда ты что-то делаешь, смотришь, как человек реагирует и делаешь какие-то выводы. Да? Какие-то разумные, логичные выводы.
А Луна — это подсознательное, это погружение в подсознательное, в транс, в сон, да, это работа с памятью, спрятанной на самое дно. Это Фрейд, это Юнг, это вот все, это вот психоанализ и гипноз. Но Луна скорее и психоанализ, и гипноз. А вот звезда — это скорее логика, это когнитивная психология. Вот. Луна — это психоанализ, может быть, но психоанализ — это и Луна, и звезда вместе. Вот. И гипноз действует на подсознание. А кто ж его знает? Я не пробовал. Может быть. Я не психолог. Может быть, я кажусь таким умным, это потому что у меня очки. Вот, но я не психолог. Интересно, вы сказали про Срединный мир. Можно поподробнее? Не Срединный мир, Срединный путь. Срединный путь, да? Не нашим, не вашим. Ну как? Чуть-чуть раньше перемотайте. Там нет ничего такого, чего-то супер-супер. Суперумного. Срединный путь, умеренность. Почитайте про умеренность, про срединный путь Будды. Посмотрите кино «Маленький Будда», об этом будет говорить сегодня. И про срединный путь ничего там можно... Как идут по нему? Осторожно идут по нему, с опаской идут по нему, потому как шаг влево, шаг вправо, и ты ошибся. Поэтому аккуратно, не спеша, спокойно, но вперед. Звезда по профессиям — это математики, прогнозисты, астрологи, философы. Да, есть такое. 11-й дом к этому вполне располагает. Это дом воздушный, дом разумный. Это понимание своих подсознательных страхов. Поэтому психология, астрология, да, вполне. Да и любое управление человеком, направление человека куда-то, помощь человеку. Вот, тоже вполне может быть. Давайте перед тем, как окунуться в волшебный мир голливудского кинематографа, да, и японского заодно, потому как есть там еще один мультфильм японский шикарный, мы посмотрим значения, которые карта принимает в раскладах. Напомню, что я тут так слегка по верхам, однако более глубоко мы с учениками разбираем это на практике, на практических лекциях. Поэтому, скажем так, это вот тот объем информации, который я даю всем, и вам, и моим ученикам. С учениками мы уже какие-то конкретные случаи, конкретные расклады разбираем. Но, если разделить все значения на 4 стихии, на 4, скажем так, равные части, это социум, желания человека, которыми он руководствуется в общении с окружающими людьми, да, то есть это работа, скажем так, рабочие вопросы. Финансы и имущество. Финансы — это то имущество, которым он управляет в отношениях с другими людьми. И, собственно, имущество, там какая-то недвижимость, то, что принадлежит ему. Это земля, конечно. Социум — это огонь, финансы и имущество — это земля. Материальные активы. По воздуху, по мечам — это действие саморазвития, то есть как человек себя ведет по отношению к другим людям. И саморазвитие — это как он себя ведет по отношению к себе, что он с собой делает, да, как он взаимодействует с собой. Ну и по эмоциям и личной жизни — это, конечно, кубки, вода, эмоциональность, эмоции, отношения с партнером, личная жизнь, какие-то глубинные внутренние переживания, эмоциональность личная, личного плана. По социуму какие-то моральные нормы. Почему? Потому что человек знает, как оно все устроено по 11 дому. Человек понимает, как нужно действовать в социуме, чтобы тебя не посчитали неправильным, не совершать ошибок. Грубо говоря, человек с опаской действует, аккуратно, осторожно, используя все эти моральные нормы, чтобы не ошибиться, аккуратно прощупывает путь. Какая-то искусственная личность. Это когда человек боится показать свое истинное лицо, да, он как бы создает себе вот ту самую личность, о которой у нас шла речь в колеснице и в 4 доме. Вот там Луна в полный рост, она создает человеку характер, ту личность, которую он потом показывает людям. Вот по Луне свое истинное лицо, обратную сторону Луны лучше не показывать, потому что мало ли что, людям верить нельзя, лучше действовать аккуратно, осторожно. Более того, свои
животное желание, да, там сексуальное желание, да, или неприязнь такую, не принято показывать в цивилизованном обществе, просто потому что, ну, мы же цивилизованные люди, да, мы же не животные, чтобы увидев там красивую девушку с декольте, мужчина вдруг потерял бы свой джентльменский облик и начал бы лезть руками в декольте, да, это не очень по-хорошему. Собачки так себя ведут. Вот, и то домашние собачки, они воспитанные порой сдерживаются. Поэтому по этой карте это такая несколько искусственная личность. По этой же карте, если карта перевернутая, да, то есть какое-то такое ощущение двуличности, да, чуть-чуть как бы обман, и человек не показывает, стремится не показывать свои истинные желания. По хорошей карте человек показывает, но аккуратно, осторожно, с опасениями. А вот по срединному пути ни много, ни мало. О, сударыня, вы так симпатичны, да, у вас такое приятное платье с таким великолепным вырезом, да, вот так это вести себя аккуратненько. Руками туда лезть не надо, да, мужчина, это я вам. Отказ от амбиций. Это когда ты понимаешь, что что-то идет не так, ты боишься и уходишь назад в эту самую рачью нору, делаешь взмах хвостом и уходишь назад на самое дно этого водоема. Потому что чувствуешь, что не готов к этому пути. Но это скорее перевернутая карта. Это когда страх тебя забарывает, и ты понимаешь, что не готов, маловато еще. Вот. По финансам и по имуществу. Это скрытые источники дохода. То, что люди стараются не показывать особо. Да? То, что государству, то есть солнцу, не покажешь. Это какая-то подработочка такая, это уход от налогов, аккуратные действия, да, чтобы не купить слишком дорогое, чтобы не привлекать внимание. То есть крайности тоже, по Луне крайностей лучше избегать. Вот, поэтому эти источники дохода, если вы зарабатываете слишком много, а налогов хотите платить мало, то по Луне нужно часть скрывать. Это примерно что-то похожее есть у нас в высшей жрице, но там это прям осознанное. А тут человек чувствует, что надо вести себя аккуратнее. Неочевидные какие-то финансовые факторы. Это те внешние обстоятельства, то есть вот те две башни, Сцилла и Харибда, да, два опасных места, мимо которых нужно пройти. Это вот те внешние факторы, которые вы все равно не можете учесть, потому что человек предполагает, а Бог располагает. Но не всегда получится у вас избежать этих рисков. Поэтому риски — это то, что нужно учитывать на своем дальнейшем пути. Даже если они не очевидны, закладывать какую-то маржу при расчете финансовых планов всегда стоит. Вот те самые риски и те самые опасения. Само собой, что по перевернутой карте это может быть прямой обман, надувательство, жульничество финансовое и прочее, прочее. Это то, чем вас пугают, запугивают, да, и заставляют как бы отдать свои сбережения. Поэтому поаккуратнее. По этой карте всегда лучше быть аккуратным. Это не плохая карта, это аккуратная карта, опасливая такая, осторожная карта. Действие саморазвития. Скрытое действие, да, то есть если эта карта выпадает в раскладе, вам себя лучше вести аккуратно, осторожно, не показывать своих истинных мотивов, то есть быть таким сдержанным. Светить своим желанием, но так в полсилы, как Луна светит, не как Солнце, я хочу и все тут, да, а вот так вот. Ну, может быть, хотелось бы, да, но почему именно этого вам хотелось бы, лучше не показывать, всей правды лучше не сообщать. Приспособление, то есть вы понимаете, что у вас есть только один путь, да, и какие-то обходные маневры особо толку не дадут, поэтому нужно аккуратненько проходить вот по тому единственному пути, который вам дан. Поэтому очень часто Луна — это признанная необходимость действовать с определенным образом, который вам не очень нравится. Но вот нужно поговорить, придется поговорить, не хочется, да, с этим человеком говорить, но придется, но действовать нужно аккуратно, выбирая слова, чтобы не вляпаться в какую-нибудь опасную ситуацию. По саморазвитию это признание своих собственных страхов и перед другими людьми, и перед самим собой. Да, я боюсь там, допустим, показаться глупым. Либо да, я боюсь сказать что-то не так. Ну, боюсь и боюсь, что ж поделать. Если все время бояться, тогда вообще можно ничего не говорить, оставаться бессловесным существом, как этот самый рак. Да? Но тем не менее, если вы хотите вырасти над собой, то нужно идти двигаться дальше. Вперед, вперед и вперед.
признавая свои страхи, вот проходя мимо этих самых собак, этих волков, там, лис, зайцев, медведей и прочих животных. Работа над собой. По этой карте, само собой. Раз вам надо идти вперед, то нужно держать себя в руках. Отказываться от каких-то крайностей, от соблазнов, потому как рак — это наше животное, это вот то, что хтоническое идет из самой глубины нашего сознания. Хочу и все. Вот. Это то, что впоследствии, да, переходит в 12-й дом, в Нептуна. Вот там это хтоническое божество. Если рак здесь это хтоническое существо еще пока, да, то есть это вы как человек, как существо земное с какими-то своими нуждами, потребностями, страхами, глубинными желаниями, хочется и все, вот сладенького чего-то, хотя нельзя, я на диете, но вот хочется же, да, вот. Это вы пока хтоническое существо. А когда вами начинает овладевать по 12-му дому Нептун, да, вот там вы уже превращаетесь в хтоническое божество. Но об этом в карте Страшный суд, да, об этом в карте Солнце. Тоже там вот божество уже перед нами сияет. Пока по этой карте это еще работа над собой, интуиция. Потому как Луна — это то, что скрыто глубоко в наших эмоциях, глубоко в нашей воде. Да? Это то, что появляется вот откуда-то оттуда. Молчаливое знание. Ты просто знаешь и все, интуитивно. Оно вдруг выползает, когда Луна обнажает вот эти прибрежные территории, да, вода уходит, и когда вот все эти существа входят тебе в разум, и ты понимаешь, а вот оно как. Вот что я хочу на самом деле. Ну, так как тут у нас есть путь, то, конечно, планирование этого самого пути, да, с опаской нужно смотреть в будущее, но с разумной опаской, иначе ты будешь бояться и не продвинешься ни на шаг вперед. Опасение — это прямое значение карты, перевернутое значение карты — это страх по поводу своих будущих действий. Отсюда же и самообман, отсюда же и слабость, и отсюда, собственно, страх сам по себе. Такой панический страх, неосознаваемый, молчаливый, как рак, но очень пугающий. По эмоциям и по личной жизни. Это подсознание, конечно. Это вот ваши эмоции, в принципе, есть. Луна очень эмоциональная карта. Это вот то, что вы чувствуете, но не можете высказать, потому что Луна молчаливая. Вот, но это эмоции, ну, собаки и волки, они воют на Луну, вы прям чувствуете вот эту тоску порой, да, либо наоборот, собаки рады вас видеть, если вы хозяин, да, то есть они прям хвостом виляют, явно показывают свои эмоции, хотя сказать ничего не могут. Вот, это вот такое вот эмоциональное поведение по Луне. По Солнцу у нас всегда идет осознанное поведение, разумное, а по Луне у нас идет такое вот эмоциональное и неосознаваемое. Поэтому это подчинение. Очень часто, если вы чувствуете, что вы не можете действовать в полную силу, вам приходится подчиняться другому человеку. Сказать, ну хорошо, ладно, я чувствую, что ты хочешь сказать, я не могу ничего изменить пока, у меня только один путь, выбора особо нет, поэтому нужно двигаться вперед. Подчиняйтесь той ситуации, аккуратно старайтесь свести все риски к минимуму при общении с каким-то приятным вам человеком. Скрытые страхи, как вот тот самый рак, он выползает из воды, но чуть что он в воду может спрятаться. То есть, если вы чего-то боитесь, очень часто вы боитесь показать это другому человеку, просто потому что, ну, мало ли что, вдруг он посчитает меня там глупой какой-то, да, либо там наивной. Вот, лучше показать и знать, чем не показывать, скрывать и не знать. Глубинные какие-то желания, то есть Луна всегда показывает, что вам хочется. Вернее, Луна показывает в раскладе, что вам этого хочется на самом деле. Поэтому, если эта карта выпадает где-нибудь там в значении, чего хочет женщина, она хочет этого, ну, всего, все, что она показывает мужчине. Во-первых, по этой карте она далеко не все показывает. Но все, что она показывает, она на самом деле хочет. Это ее истинные, природные прям такие желания. Не придуманные, да, обществом, а вот такие прям свои. Поэтому Луна — это очень такая женская карта, само собой. Вообще Луна — это женская тематика, я думаю, вы уже поняли давно. Вот, ну, планирование и капризы. Почему капризы? Да, вот по перевернутой карте часто идут капризы, потому что Луна — это приливные течения, да, то есть эмоции, то нету, то прилив, то отлив, то хочу, то не хочу, то так, то нет, то да, то нет,
то ли, ну, непонятное такое мутное поведение временами. Вот как-то так примерно. Интересно, что на карте Луны, там, где могли бы стоять люди, находятся волк и собака. Композиционно карта напоминает влюбленных, дьявола и суд. Ну, тут композиция простая, тройственная, да, с добавлениями. То есть ничего странного в этой композиции нет, если есть три каких-то объекта, они и располагаются в основном треугольником, а сопутствующие объекты, они как бы могут располагаться другим. Пожалуйста, у нас один треугольник это Луна и собачка с волком, да, второй треугольник это две башни и рак, то есть можно сказать, что это прообраз будущей шестигранной этой самой звезды, шестиконечной, шестилучевой, да? Она у нас будет в следующем доме, но в карте страшный суд. Поэтому тут, ну, тут можно и так, как угодно. Тут кто что хочет, то и видит. Поэтому вот тут мне не кажется таким важным, существенным. Обычная композиция. Вот, собак же наверх на небо вы не расположите, Луну вниз под собаку с волком не засунете. Смысла не будет, поэтому не вижу тут чего-то особенного. Давайте посмотрим образы в кино. Очень любят у нас зрители эти самые образы. Смотрите, первое, ну, во-первых, птицы Хичкока. Да, это хтоническая стая птиц, да, птицы, которые себя ведут непредсказуемым, странным образом. Вообще, в принципе, животные, которые ведут себя странным образом, непривычным, это луна. Это вот хтоническая такая штука, пугающая и непонятная. Когда вам становится очевидной причиной этого поведения, тогда, собственно, все становится ясно, и страх исчезает. А когда вам непонятно, почему животные себя так ведут, вообще, как бы животное, это хтоническая такая штука чуть-чуть, да, какая-то вне сознания, вне понимания. Я, допустим, вообще с животными так, ну вот с собаками аккуратно, потому что никогда не понятно, что там у этой собаки в голове делается. Вроде бы эмоции видны, да, но мало ли возьмет, укусит, стрельнет ей в голову, оно же животное, оно ж непонятно, что у него там в черепушке делается, скрытое, да, ну вот, по человеку понятно. С другой стороны, Луна это очень часто еще и безумие, если вот так добавить, да, это вот то поведение, вы почему боитесь сумасшедших? Потому что непонятно, что он сделает, непонятен путь, по которому он пойдет, логики там нет особого, да, особой логики нет, поэтому и непонятно, что сумасшедший выкинет в следующую минуту. Страшно становится. Это тоже Луна. Это действия, которые лишены разума. Просто по Луне какое-то непредсказуемое животное поведение. Хорошо, какие образы? Во-первых, связанные с Луной. Шикарный фильм, один из моих любимых, 90 какого-то там года, 5-го, 3-го, 2-го, Дракула. Да? По Брэму Стокеру с этим самым, с Оливером, забыл, как актера зовут. Девушки, напомните, как зовут актера? Такой шикарный актер. Оливер Стоун, по-моему, так его зовут. Или это, ну, у меня всегда сложно с именами. Гарри Олдман, вот, елки-палки. Оливер Стоун это режиссер, но не этого фильма, другого, я их всегда путаю. А это Гарри Олдман. Шикарный образ графа Дракулы в старости, шикарный образ в молодости. Там он весь такой джентльмен в этой шляпе, в очках зеленых такой. Заметьте, с волком ручным, прирученным волком, да, которым он вот, собственно, завладевает привязанностью главной героини. Киану Ривз, тоже один из главных героев. Энтони Хопкинс в роли этого, как там его, борец с этими, собственно, с Дракулой, с вампирами. Еще фильм есть новый. Ну вот, забываю имена. Ван Хельсинг, вот. В общем, шикарный фильм. Если вы ни разу не видели, я сомневаюсь, я думаю, что вы видели. Фильм шикарен. Причем он как раз вот снят в стиле викторианского такого романа ужасов, да.
И речь там идет как раз о разных типах поведения. Например, две девушки, главные героини, да, одна из них скрывает свои страхи, да, как бы старается не показать их, вести себя более прилично в обществе. А вот та, которая рыженькая, да, она как бы явно показывает, чего она хочет. И для викторианского общества это неприлично чуть-чуть и необычно, это что-то новое, но это привлекает к ней внимание мужчин. Мужчины начинают проявлять какие-то свои животные такие вот инстинкты, да, и заинтересовываются вот этим таким явным поведением женщины. Поэтому две главные героини — это как бы светлая и темная стороны Луны. Да? Одна явно показывает, светит, вторая явно скрывает, сдерживается. Вот. Животная сущность самого графа Дракулы, вот там и те же самые волки, и нетопырь, летучая мышь или нетопырь, как правильно, по-моему, нетопырь все-таки. Вот. И превращение во всяких пауков, змей, гадов — это вот очень такая лунная тема. Опять же, лунный металл — это серебро, да. Забороть вампира можно серебром. Вампиры — это что-то пугающее, что может завладеть твоим подсознанием, да, и заставить тебя делать то, что ты там. Но заметьте, в самом этом фильме, если вы смотрели кино, фильм шикарен именно тем, что Дракула не манипулирует своими жертвами. Там не манипуляция. Он как бы очаровывает их чем-то таким вот, их же собственными желаниями, да. То есть он объясняет вот этой девушке, да, главной героине, чего она на самом деле хочет. Он ей показывает то, что она на самом деле хочет видеть, и таким образом как бы она сама идет за своими этими глубинными желаниями. Шикарный фильм именно вот в этом плане, если смотреть с психологической точки зрения, просто круто вообще, здорово. Так-то это вроде сказочка про вампира, да, а по сути это очень глубокий такой, ну, глубокое, хорошее, интересное произведение. И оно как раз о страхе, о подсознательном, о подсознательных желаниях, ну и о чем-то таком полуживотном, тоже пугающем и загадочном, таинственном и непознаваемом. Вообще, в принципе, все фильмы ужасов — это вот по Луне. Это то, что самые страшные фильмы ужасов — это, конечно, по 12-му дому, там, где вообще ничего не понятно, рыбы, да, и это вот загадочность, мистика и таинственность, атмосфера, в общем и целом, они пугают больше любых животных страшных, клыкастых, да, но что пугает больше всего человека — это его собственный страх. Поэтому вот, допустим, есть такое кино, фильм ужасов, оно не особо философское, скажем так, но как иллюстрация очень здорово. «Оно». Фильм называется «Оно». Это не «И.Т», не «Инопланетянин» по Спилбергу, это «Оно». Причем вот новая версия фильма, она прям такая, ну, там реально такой пугающий, безумный клоун, он еще косой такой на один глаз, в общем, такое. Жуткая вещь. Но в фильме это говорится о том, что, опять же, дети, подростки, вечная молодость, да, вот эта юность, самые часто представленные герои фильмов ужасов — это студенты, какие-то детишки. Обязательно в фильме ужасов должен присутствовать ребенок, иногда родители, да. Но вот что-то такое, молодежь. Потому как, когда молодежь пугается, это оно так еще более ярко видно. Молодежь сталкивается с чем-то необычным, не встречавшимся ему ранее. Старый человек так пугаться не будет. А вот молодежь пугается особенно ярко. И вот тема вечной молодости в Луне и покровительства детям, как и страха детей, тоже присутствует. Почему еще? Потому что Геката, она же Артемида, это что? Это псовая охота. Это дикая охота. Это вот то, что скачет по небу, все эти рыцари, которые могут вас украсть. Об этом у нас в предыдущих лекциях было, да? Могут украсть детей, если ребенок выйдет вечером за ворота, за забор, из пещеры выйдет, скажем так. Его может украсть вот какая-то дикая живность, какие-то дикие люди из леса, охотники, вот, которые живут в лесу, и такие охотники-дикари как бы совсем, да. Ну вот, поэтому детей пугают. Ты туда не ходи, тебя Геката с дикой охотой прилетит и украдет.
Поэтому вот тематика фильмов ужасов очень часто это какие-то детские страхи, которые им привиты в детстве, да, и во взрослом, в зрелом возрасте опять всплывают, и человек борется с этим. Кошмар с улицы Вязов, кошмар на улице Вязов, да, там вот этот Фредди Крюгер с когтями обожженный, да, он их пугал во снах всегда. Это символика вот дополненной реальности, виртуальной такой, да. Вот, поэтому вот такие фильмы ужасов тоже очень лунные. Тут еще раз, в этом фильме нет такого глубинного подтекста, там все на поверхности, работа со страхом. Основной сюжет фильма как раз в том, что дети борются со своими страхами. И клоун им постоянно подсовывает как раз то, чего они боятся. Пугает их самым страшным для них. Другая тема, чего боятся дети, да, и как работать, справляться со своим собственным страхом, как находить этот срединный путь, да, как не бояться ни того, ни этого, забороть свой страх, выйти навстречу приключениям. Гарри Поттер и Венжень, как это по-русски, узник Азкабана, да. Наверное, самая удачная картина из всех 8 серий Гарри Поттера. Ну, по крайней мере, мной любимая. Она такая яркая, она какая-то такая вот очень живая, да? Что мы находим в «Узнике Азкабана»? Во-первых, весь фильм посвящен теме того, как забороть свой страх. Теме обмана, скрытности и лицемерия в чем-то. Как забороть свой страх? Профессор Люпин, главный, наверное, персонаж вот именно этой серии, да, учит детей, как бороться со своим собственным страхом. Есть там у них такой шкаф, да, в котором живет Богарт, существо, которое показывает тебе то, чего ты боишься. Ну и, соответственно, если вы смотрели это кино, вы помните прекрасно эту сцену, да. Дети становятся по очереди перед этим шкафом, Богарт показывает им то, чего они боятся, да, и они определенным образом как бы сражаются с этим Богартом. Когда Гарри Поттер встал перед этим Богартом, тот ему показал Дементора, да, и профессор Люпин заслонил собой Гарри Поттера, и Богарт ему показал Луну. Вначале не очень понятно, почему профессор боится больше всего Луну. Ну, Богарт же показывает то, чего больше всего боится человек. Почему показал именно Луну? Впоследствии выясняется, что профессор Люпин, он оборотень. Причем оборотень, который не контролирует свое превращение в, собственно, в этого животного, да, в такого волка, как бы, волшебного. Связано это с тем, что всходит луна, и профессор становится оборотнем. То есть волка мы с вами уже присутствуем. Тема страха есть, волк есть. Второй персонаж, второй главный герой этой серии, это дядя Гарри Поттера. Нет, не дядя, крестный отец Гарри Поттера, да? Тот самый, как же его там звали, а? Кто вспомнит, девушки? Тот же самый, кстати, Гарри Олдман, тот же самый персонаж, да, вернее актер. Персонаж, конечно, другой, но актер все тот же блистательный. Сириус Блэк. Сириус Блэк его звали, да, и он был анимагом. То есть он мог по желанию превращаться в какое-то животное. Он превращался в собаку, такого здорового, уверенного в себе пса, да. И, соответственно, у нас была сцена противостояния вот этого самого оборотня с этим самым псом. Да? Пес был хороший, защищал людей от оборотня. Вот. Луна, собака и волк, тайна, мистика. Весь фильм посвящен тому, как дети скрывают какую-то тайну, как они учатся бороться со своим собственным страхом. При общении с этим, как его, Клювокрыл, или как там его звали, я уж не помню, в общем, с гиппогрифом. Само животное мистическое, это вот орел с лапами льва, да, или там с какими лапами он, с крыльями еще, да, вот. Чтобы на нем
полетать, нужно было перестать его бояться и показать ему всячески, что ты его уважаешь, но не боишься. Вот. То есть вот в этой серии прям как раз одна эта тематика Луны раскрыта очень-очень круто во всех ее аспектах. Поэтому я очень советую, даже тем, кто не смотрел ни разу Гарри Поттера, считает это детскими сказочками, вы посмотрите. Ну, само собой, первая серия, она такая чуть-чуть детская. Дальше уже интереснее, но это очень крутой, очень крутая эпопея, так скажем, про этого Гарри Поттера. Она глубоко философская в каких-то моментах и рекомендуется всячески к просмотру. Раз уж мы говорили про Срединный путь, там кто-то спрашивал, как пройти Срединным путем, посмотрите фильм «Маленький Будда». Почитайте чуть-чуть про Сиддхартху Гаутаму, про его историю. Про самого Сиддхартху там, в принципе, не особо много, там эпизоды такие, да, как бы основная сюжетная линия, как ищут в наше время новое воплощение умершего Далай-ламы, находят этого Далай-ламу в американском ребенке, еще даже не подростке, скорее в таком школьнике, младшем школьнике. И как уговаривают родители съездить, глянуть, что это вообще такое, да, что за буддизм такое и прочее. Очень крутое кино. Бернардо Бертолуччи, по-моему, снял, если я не ошибаюсь, в 93-м году. Тут вот циферка есть, это я помню. Вот. И как раз вот про метание Будды между двумя крайностями, как сыр в масле, 25 лет катался, потом 7 лет аскет, оброс, зарос, исхудал страшно, но потом нашел срединный путь и достиг просветления. Очень крутое кино, причем связано оно опять же с детишками, очень много темы детей, да, и вот эта тема, что будьте как дети, очистите свой разум. Разум ребенка — это самое светлое, что есть. Это, конечно, очень крутая тема. И я это кино сюда специально вставил, потому что следующий дом, 12-й дом, там рыбы, там солнце, где ребенок скачет на лошади. Это вот это ощущение радости ребенка о том, как ребенок постигает наш мир. И если вы сможете сохранить это детское ощущение в себе, вот тогда вы познаете, как это Царство Божие. Все смотрела, что вы говорите, Юля, молодец. Я, наверное, упускаю еще много-много интересного. По тематике пути, да, движения к какой-то цели. Есть, опять же, те самые фильмы, которые пугающие, да, и человеку нужно пройти некий путь, чтобы обрести новые знания, либо достичь некой цели безопасного места. Это, допустим, «Война миров Z», да, с тем же самым Брэдом нашим Питтом, который движется сквозь толпы зомби, да, к пониманию того, где взять противовирусное лечение вот этих самых зомби, да, как сохранить человечество в безопасности. Хорошая тема пути движения куда-то между многих опасностей. Тема пути и движения между многих опасностей ради некой конечной цели шикарно. Ну вот опять же забыл я сюда вставить. Книга Илая. Загуглите, посмотрите. Хорошее кино про постапокалипсис, кстати. Вот. И с очень неожиданным концом. Я не буду спойлерить, но очень крутое кино. Именно в таком философском чуть-чуть смысле. Опять же. «Унесенная призраками». Да, «Унесенная призраками» — это опять же такое вот погружение в какой-то волшебный мир, нереальный, не солнечный, а какой-то такой лунный, да, куда погружается ребенок, чтобы спасти своих родителей. Опять же, тема того, как родители предались соблазну своему глубинному, ну вот захотелось, и как бы стали себя вести как животные, чтобы спасти этих своих родителей, чтобы превратить их из свиней назад в людей. Вот ребенку нужно было пройти серию там испытаний, очень красочный, шикарный, сказочный мультфильм. Он как это, полноформатный, да, то есть он длинный, это как кино. Хаяо Миядзаки.
Это, наверное, самый крутой японский режиссер вообще, потому как он, как это, анимат, не аниматор, как это, ну вот человек, который делает мультфильмы, грубо говоря, да, вот. Вообще все фильмы Миядзаки — это очень крутая тема, это очень здорово, очень круто, вот, советую. И вот тут как раз такая тема чего-то, да, что такое не хочет он, как раз тема. Да, Хаяо Миядзаки. Очень-очень советую. Посмотрите. Надо сказать, что восточное кино, в отличие от голливудского, от западного, оно такое. Оно вот как раз лунное очень. Оно не совсем понятное для нас, для людей с европейским складом ума. Вот, поэтому сложновато, может быть. Но если просто смотреть, то чувствуется какая-то правда чувствуется. Она не совсем понятна нашему сознанию европейскому. Но вот то, что общее у человека вот ниже ватерлинии, так скажем, да, то, что человек чувствует вне зависимости от религии, вне зависимости от культуры, то, что он чувствует вот общее, вот там есть в этом кино. В этом кино. И последний фильм, который очень интересно включает в себя визуал карты. Кино называется «Прогулка» The Walk, причем основано на реальной истории. Кино на 7, то есть по рейтингу 7 это хорошие фильмы, да. Если по рейтингу IMDb, есть американский такой сайт IMDb или BD, не помню. Все, что выше 7, вообще можно смело смотреть. Все, что ниже 7, ну только если ваша тематика, может быть, зайдет. Вот все, что выше 7, обязательно какой-то хороший фильм, стоящий. Я, в принципе, так фильмы и смотрю. Выходит новое кино на интересную тематику. Если выше 7, отлично, вообще здорово. О чем кино? О канатоходце. Основано на реальных событиях. Парень, по-моему, француз, какой-то европеец, не помню уже толком. Смотрел давно. У него страсть, он ходит по канату. Цирковой актер. И у него есть мечта пройти по канату в каком-то людном месте, так, чтобы все видели. То есть, какая-то такая общественное влияние на людей, так скажем. И что он придумал? Он решил протянуть канат между башнями-близнецами. То есть, это реальная история, которая на самом деле была, и попытка была. И все получилось вроде бы как даже, я так понимаю. Вот. Еще пока были эти башни-близнецы. Протянуть канат между башнями и пройти. Само собой, что делать это было нельзя, потому что это опасно, это общественное место, бла-бла-бла, все вот это вот, да, запрет полиции. Но с группой товарищей вот этот молодой человек осуществил внезапно, да, вот он ночью там пробрался, перекинул этот канат с помощью лука, кстати, да, с одной башни на другую. И прошел, собственно, вот по этому пути, по тонкой линии между одной башней и другой башней, да, то есть вот прям символика страха, символика опасности, что тебя могут арестовать. Маниакальное желание добиться своего. Я хочу и все. Я хочу испытать это чувство. Я хочу, чтобы люди видели, слышали. Я хочу. Вот это прям вот то, что вылазит и заставляет тебя делать то, что тебе хочется из самых глубин твоего естества. Вот. Еще там, конечно, есть любовная линия, такая очень прекрасная, романтическая. Это все есть, присутствует. Поэтому, девушки, вам тоже будет интересно. Там не столько экстрим, сколько отношения людей. И что характерно, что очень интересно, есть был у этого товарища, да, у главного героя такой как бы преподаватель, учитель, тоже канатоходец, но уже такой в годах. И у них был основной конфликт на тему страховки,
что вообще как бы нужно идти по канату со страховкой. Ведь ты же можешь упасть, если там будет опасность. В общем, тема опасности в этом фильме прям так разобрана очень четко. И наставник говорит о том, что ты пристегнись, ты можешь обмануть зрителей. А главный герой говорит: я не хочу обманывать зрителей. Зрителям же интересно чувство опасности. Зрителям же интересно, чтобы я шел без страховки по канату. Я не могу их обманывать. А наставник ему говорит, что да это не важно, они даже не заметят, на такой высоте видно не будет, поэтому аккуратненько пристегнись, и чтобы не бояться, чтобы, ну, в общем, это вот вся тема. Что характерно, у наставника у этого 2 собаки. И он там всегда, и он сам такой вот вроде суровый, да, пугает все время, но вот этих собачек очень любил, и вот эти 2 собаки. То есть, смотрите, в чем там символика была? Башни присутствуют, собака присутствует, тема страха присутствует, лук и тот присутствует. Присутствует еще и тема вот прохождения аккуратного пути. Что интересно, по итогу главного героя, конечно, поймали. Ну, он осуществил задуманное, но тем не менее его поймали. Американский суд ему вынес приговор, что он должен отрабатывать на общественных работах, отрабатывать свое наказание. Причем, что интересно, отрабатывать он должен был вот в том самом в Центральном парке в Нью-Йорке, веселить детей должен был. То есть он должен был ходить дальше по канату, но при всем этом как бы работать с детьми. Тема детей и юношеского такого задора присутствует. И тема ребенка, и радости ребенка у нас в следующей карте. Солнце. Да? То есть постепенно вот захватывается еще и следующий архетип. Мало-помалу карта плавно перетекает в другую, следующую карту. В общем, все это маленькими такими, как я уже сказал, крючочками цепляется, еле заметными. Вроде бы он сам слабенький, этот крючочек. Связь такая умозрительная. Но то, что этих связей много, в каждом фильме есть что-то такое, что указывает на движение дальше, вперед, следующая тема со страхами, тема с борьбой, с вечной молодостью. Все оно почему-то в этих фильмах присутствует, ну, очень часто. Все оно как-то вот укладывается в один архетип. И вот этот архетип и есть Луна. В карте Таро все вот эти части этого архетипа, они прям разобраны детально и с упором на отдельные части этого самого архетипа. Ну вот как-то так. Такие дела, пироги, такие вам сказочки про блины. Про колобка, вернее, да. Вот такой вот у нас сегодня колобок, такая луна. Кстати, если мы берем архетип Солнца, то там скорее блин. Масленица, да? Вот. А вот колобок — это что-то сделанное непонятно из чего. То, что скребли по сусекам, вытащили из самого низа, да, из самого подсознания и прочее, прочее. Вот такие у нас сегодня рассказы. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно. Я попытаюсь рассмотреть тему страха еще более глубоко в философской части лекции, да, но это будет уже позже, когда мы с учениками закончим старшие арканы, когда я запишу младшие арканы, тогда уже у меня будет больше свободного времени на YouTube, и я продолжу цикл философских лекций по тем картам, которые у нас еще не затронуты. Вот. Романа Ведьмак, Анджей Сапковский. Кто в картах Таро? Да там прям много всего в Ведьмаке. Он и Луна, и Солнце есть немного, и смерть, и умеренность. В общем, скажем так, образ Ведьмака, он собирательный очень. Там нет какого-то ярко четкого архетипа такого. Да? Там компиляция архетипов разных. Ну вот. И в принципе там в этом образе в Ведьмаке несколько карт, и они все разные, поэтому там говорить о чем-то таком, об какой-то отдельной карте, я бы больше дал карта смерть. Вот. Это ближе всего, но в нем еще много-много всего другого. Великолепная лекция. Спасибо, спасибо. Доходчиво объясняйте, но я стараюсь. Главное, интересно. Ну так вот, если оно и интересно, оно будет понятно. Люди тогда будут стремиться
прощупать. Если просто скажешь, ну вот Луна это обман, Луна это страх. Почему Луна обман и страх? Что в ней страшно? Луна светит, наоборот, хорошо, не так страшно становится, если Луна светит. Вот. А когда вот берешь все эти мифы и раскрываешь, и показываешь, почему, как, зачем, ну, конечно, интересно. Вот. Мне порой самому вот находить какое-то новое соответствие в мифологии очень интересно. Я с большим удовольствием в этом всем копаюсь. Ну, думаю, что это заметно, да, мой интерес, думаю, очевиден. Хорошо, ждем ответа на вопросы, отдельное видео от вас. Задавайте вопросы в комментариях. Сейчас я это видео порежу чуть-чуть, первые 5 минут вырежу, да, и помещу, собственно, в закачки, чтобы люди смотрели. Вот. Что такое мутабельные знаки в астрологии? Вкратце, мутабельные знаки — это изменчивые знаки. Знаки, которые меняются, находятся в постоянном движении, да, в постоянном развитии в какую-то сторону. Есть фиксированные, есть мутабельные, есть кардинальные. Вот мутабельные — это, скажем так, знаки трансформации. Фиксированные — это, соответственно, такие медленные, стабильные знаки постоянства, постоянного пребывания в чем-то в стихии. Да? Ну и кардинальные — это насыщенные очень знаки, сконцентрированные, такие очень яркие, когда стихия выражена предельно в концентрированном виде, в таком либо быстро, либо очень твердо. Ну, все зависит от самой стихии. Вот. Загуглите. Информации по видам знаков хватает навалом. Почитайте Авессалома Подводного, у него очень интересные лекции, очень глубокие, может быть несколько суховатые, но там есть вся нужная информация. Авессалом Подводный, вступление в астрологию, лекции. Загуглите, есть сайт этого астролога, очень интересно. Ну вот как-то так. Вот. Ну что, будем на сегодня заканчивать. Буду рад вашим комментариям, лайкам и этому всему прочему, что там делать на YouTube, вы сами знаете. И увидимся с вами во вторник следующий, да. Хороших вам выходных и до следующего эфира. Всем пока.